В минувшую пятницу, 7 апреля 2023 года, суд присяжных оправдал 61-летнего Александра Юношева, которого судили по статье «Уголовный кодекс Российской Федерации. Занятие высшего положения в преступной иерархии». В криминальных кругах Юношева называют евреем и считают смотрящим за Волгоградом. Такими полномочиями он был наделен за пределами России летом 2020 года в Турции. В апреле 2021 года мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в занятии особой ступени в преступной иерархии. Ситуация получила громкую огласку. Региональные и федеральные СМИ следили за развитием событий. В отношении Юношева было возбуждено уголовное дело. Задержание криминального авторитета было похоже на кадры динамичного боевика. В дом на улице Ладыгина в Тракторозаводском районе Волгограда ворвались полицейские, сотрудники Росгвардии, уголовного розыска регионального главка, следователи, специалисты УФСИН. Юношева арестовали. В его жилище прошли обыски. Полицейские изъяли важные документы. Тогда, после задержания, в пресс-службе Главное управление МВД России предоставили журналистам информацию. Летом 2020 года криминальный авторитет Юношев был коронован в Турции. Сходка криминальных авторитетов проходила в Анталии. На этот момент у Юношева был богатый список криминального прошлого. Почти 20 лет он провел в исправительных колониях за ранее совершенные тяжкие преступления. После гибели Владимира Кадина в 2011 году и Сергея Брудного в 2014 году, по некоторым сведениям, именно Юношев мог занять верхушку преступного Олимпа в регионе. Но при этом Юношев не имел статус вора в законе, на свободе жил жизнью рядового законопослушного гражданина и даже имел личный аккаунт в социальных сетях с реальными селфи. В 2018 году мужчина пережил покушение недалеко от дома. В Тракторозаводском районе на него напали несколько молодчиков и жестоко избили металлическими трубами. В Волгограде тогда ходили слухи, что это нападение было связано с переделами собственности в криминальном мире, связанными с тракторным рынком. Летом 2020 года Александр Юношев находился в Турции, где проводилась негласная встреча криминальных авторитетов. Об этом сообщили в региональном главке. Там Юношева, который на тот момент именовался не иначе как еврей, был коронован в преступной иерархии Волгоградской области с правом называться смотрящим. Фактически ему предстояло сохранять все преступные традиции, взять на себя распорядительные функции и контролировать криминальную среду в регионе. Во время расследования уголовного дела в отношении Александра Юношева государственный обвинитель обосновал суду реальный срок лишения свободы криминального авторитета. Прокурор посчитал необходимым осудить мужчину на 15 лет. Сам еврей в рамках следственных мероприятий заявил, что он никакой не криминальный авторитет, не вор в законе, ни тем более смотрящий. От предъявленных ему обвинений он отказывался. 7 апреля 2023 года в Волгоградском областном суде по уголовному делу, главным фигурантом которого является обвиняемый Александр Юношев, состоялось заседание суда присяжных, рассказали журналистам в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Суд присяжных вынес оправдательный вердикт Александру Юношеву. Официально приговор еще не оглашен. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подпишитесь на канал. Для получения оповещения новых видео нажмите на колокольчик.